Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые подписчики, зрители, все, кто интересуется делом об убийстве Ирины Фарион. Меня зовут Валерий Табаков, я юрист из Киева. И сегодня в этом видео я хочу рассказать вам о моем участии в этом резонансном деле. Это видео посвящено моему опыту борьбы за справедливость в судебной системе Украины. Я изложу эту историю последовательно, чтобы вы могли понять всю картину. Если вы следите за темами языковых прав, дискриминации и судебного процесса, это будет полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, донатьте. Давайте разбираться шаг за шагом. Сначала фабула дела. 19 июля 2024 года во Львове у подъезда дома на улице Масарика, 3 было совершено убийство Ирины Фарион, известной общественной деятельности и языковеда. Выстрел в голову привел к ее смерти. Обвиняемым является Вячеслав Зинченко, 18-летний парень из Днепра. Дело рассматривается в Шевченковском районном суде Львова под номером 466/12-967/24. Изначально преступление квалифицировали по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Но 26 декабря 2024 года прокуратура переквалифицировала на пункты 8 и 14 части 2 статьи 115 «Умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами» в связи с выполнением потерпевшей общественного долга и по мотивам национальной нетерпимости. Доказательство основывается на косвенных элементах: 15 визитах Зинченко к дому Фарион, приобретении маскировки, пистолете, видео с 12 камер наблюдения, телеграм-чатах, где он писал о личной неприязни, и о дорологической экспертизе. Следствие утверждает, что мотив – неприязнь из-за защиты Фарион украинского языка как элемента национальной безопасности. Дело длится уже более года. Проводятся допросы свидетелей, экспертизы, но прямых доказательств, как оружие или видео момента преступления, нет. Обвиняемый под стражей, и процесс затягивается из-за резонанса и сложности. Теперь перейдем к содержанию моих заявлений и ходатайства. 8 ноября 2025 года я, как русскоязычный гражданин Украины, член русскоязычной семьи, обратился через систему «Электронный суд» в Шевченковский районный суд Львова с заявлением о признании меня потерпевшим в этом деле. Дата подачи и регистрации 8 ноября. Статус моего заявления в реестре присоединено к материалам дела, что означает, что его официально добавили к производству, но пока не рассмотрели по существу. Сейчас я покажу вам, где же находится, в каком состоянии находится это мое заявление. Вот это состояние. Здесь зеленым выделено «Присоединено до справы». И тут моя фамилия – Табаков. Идем дальше. Содержание. В заявлении я обосновал
почему имею право на статус потерпевшего в соответствии с частью 1 статьи 55 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во-первых, убийство Фарион непосредственно лишило меня возможности добиться приговора по статье 161 Уголовного кодекса Украины «Разжигание национальной вражды». СБУ открыла уголовное производство против Фарион 15 ноября 2023 года за ее публичное высказывание, унижающее русскоязычных граждан Украины, включая военнослужащих ВСУ и членов моей семьи. Например, она называла русскоязычных носителями вируса, внутренним врагом, говорила, что надо очистить дом. Это создало атмосферу дискриминации и ненависти по языковому признаку, что причиняло мне и моей семье моральный вред, эмоциональный стресс, ощущение ущемления конституционных прав по статьям 10 и 24 Конституции Украины, страх за безопасность. Во-вторых, это подтверждается выводами Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации от 24 апреля 2025 года, пункт 19а, где отмечается, что Закон Украины о национальных меньшинствах 2022 года содержит дискриминационное положение в отношении русскоязычных по сравнению с носителями языков ЕС, создавая системную атмосферу притеснений. В-третьих, лично на мою семью влияет дискриминация в образовании. Моя дочь Елизавета Табакова 2017 года рождения не имеет равных прав на полное среднее образование на родном русском языке, в отличие от носителей языков ЕС, что нарушает статью 7 Закона об образовании и статью 53 Конституции. В-четвертых, убийство не дало восстановить справедливость в производстве СБУ, усилив мой моральный вред. К заявлению я добавил копию свидетельства о рождении дочери, справку из школы о языке обучения и ссылку на документ ООН. Я прошу признать меня потерпевшим, предоставить доступ к материалам дела по статье 221 УПК, уведомлять о заседаниях и присоединить ходатайство о переквалификации. Теперь о ходатайстве переквалификации действий обвиняемого с части 2 статьи 115 на статью 116 Уголовного кодекса Украины «Убийство в состоянии сильного душевного волнения». Я подал это ходатайство одновременно с заявлением. В случае признания меня потерпевшим я прошу суд переквалифицировать дело, поскольку обвиняемый, на мой взгляд, мог действовать под влиянием психотравмирующей ситуации от публичных унижений Фарион. Ее высказывания создали состояние аффекта, подтвержденное материалами СБУ. Мотив национальной нетерпимости не доказан. Это была реакция на личное оскорбление, а не идеологический акт. Системная дискриминация русскоязычных, зафиксированная ООН, усилила это влияние. На мою семью это тоже влияет через образование дочери, и я обосновал, почему текущая квалификация порочна. Пункт 8 части 2 статьи 115 неприменим, потому что деятельность Фарион нарушала Уголовный кодекс. Производство СБУ закрыто только из-за ее смерти, а не отсутствия состава преступления. А пункт 14, потому что мотив был личной неприязни. Как Зинченко писал в чатах, все по личной неприязни. Правильная квалификация – это статья 116, потому что это классический аффект от 10 лет травли.
высказывания Фарион с 2013 по 2024 год, такие как «Русскоязычные дебилы», «Солдаты ВСУ на русском маргиналы» и, наконец, «Триггер». Ее план выезда за границу, воспринятый как бегство от ответственности. Один выстрел, импульсивное действие, наказание по этой статье до 5 лет, что не ухудшает положение обвиняемого по статье 338 УПК. Причем, друзья, я не считаю, что вина именно Зинченко в убийстве Ирины Фарион доказана и может быть доказана. Также я прошу истребовать материалы СБУ, заключение психологической экспертизы, аудио-видео высказываний Фарион, назначить судебно-психологическую экспертизу аффекта, лингвистически-правовую экспертизу, повторную ДНК и биометрическую и обеспечить гласность. А теперь оценка ситуации по поводу моего заявления и ходатайства. Прошел уже более 1,5 месяца на сегодняшний день. Сегодня 29 декабря 2025 года, а подано заявление 8 ноября. Суд не отреагировал на мое заявление и ходатайство. Никакого решения, никакого ответа. Канцелярия суда говорит, что не может ничего сообщить, потому что решения нет. Секретарь председателя Шевченковского суда утверждает, что председатель не имеет влияния на судей. Принцип независимости. Пресс-центр Совета судей Украины повторяет то же самое. Они не могут вмешиваться в конкретные дела. Это затягивание лишает меня права на доступ к правосудию, гарантированный статьей 129 Конституции и статьей 6 Закона о судоустройстве и статусе судей. Я, как потенциальный потерпевший, не могу участвовать в процессе, обжаловать, влиять на квалификацию, подавать ходатайство. Дело идет своим ходом. Допросы свидетелей, экспертизы в декабре 2025, но мои документы висят без движения. Это грубое нарушение норм УПК. Заявления о признании потерпевшим должны рассматриваться своевременно, а затягивание – это дисциплинарное нарушение по статье 106 Закона о судоустройстве. Такая ситуация создает впечатление предвзятости или небрежности, особенно в резонансном деле, где общественный интерес высок. Я лишен возможности защищать свои права, и это системная проблема украинской судебной системы. И в конце концов я решил принять решение о подаче жалобы на дисциплинарное нарушение судьей Невойтом Петром Селивестровичем, председательствующего в коллегии, в Высший совет правосудия. Это, друзья, необходимый шаг, потому что другие меры не помогают. И вот вашему вниманию я предлагаю полный текст жалобы, который я подготовил. Я зачитаю его вам сейчас подробно, чтобы вы поняли аргументацию. Высший совет правосудия. Город Киев, улица Студенческая, 12А. От Табакова Валерия Зиновьевича. Адрес регистрации, контактный телефон. Дисциплинарная жалоба относительно дисциплинарного проступка судьи. Фамилия, отчество, имя жалобщика. Табаков Валерий Зиновьевич. Фамилия, имя, отчество судьи. Невойт
Петр Селивестрович. Название суда – Шевченковский районный суд города Львова. Сведения о деле, в рамках которого совершен дисциплинарный проступок. Номер дела 466/12-967/24. Дата открытия производства 2024 год. Но дело рассматривается с февраля 2025 по существу. Краткое описание сути. Уголовное дело об убийстве Ирины Фарион. Обвиняемый Зинченко. Квалифицированное по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с отягчающими обстоятельствами. Дело является резонансным. Продолжается судебное заседание, последнее в декабре 2025 года, включая допросы свидетелей. Описание обстоятельств, свидетельствующих о совершении судьями дисциплинарного проступка. 7 ноября 2025 года я, как заявитель, обратился через систему «Электронный суд» в Шевченковский районный суд города Львова с заявлением о признании меня потерпевшим в уголовном производстве номер 460/12-967/24. К заявлению было добавлено ходатайство об изменении квалификации преступления с части 2 статьи 115 УК Украины на статью 116 УК Украины «Убийство в состоянии сильного душевного волнения». В заявлении я обосновал моральный вред, причиненный мне как русскоязычному гражданину Украины из-за убийства Ирины Фарион, что сделало невозможным привлечение ее к ответственности по статье 161 Уголовного кодекса Украины «Разжигание вражды», а также системную дискриминацию русскоязычных со ссылкой на выводы Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации от 24.04.2025. В ходатайстве подробно аргументировано, почему квалификация по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины является ошибочной, а правильной является статья 116 Уголовного кодекса с просьбой назначить экспертизы и приобщить материалы. Статус заявления в реестре присоединено к материалам дела, однако по состоянию на 29 декабря 2025 года прошло более 1,5 месяца. Судья Невойт, как председательствующий в коллегии, не рассмотрел мое заявление и ходатайство по существу, не предоставил никакого ответа или решения относительно признания меня потерпевшим, а также не отреагировал на ходатайство о переквалификации. Канцелярия суда не может предоставить информацию о результатах рассмотрения, ссылаясь на отсутствие решения. Секретарь председателя суда и пресс-центр Совета судей Украины подтвердили отсутствие возможности влияния на судей. Такое бездействие судьи является грубым нарушением норм процессуального права, в частности, статей 55-56 Уголовно-процессуального кодекса Украины, регулирующих признание потерпевшим и право на рассмотрение заявлений. Статьи 314-338 УПК Украины «Рассмотрение ходатайств в судебном заседании, изменение квалификаций». Статьи 35 УПК Украины, требующей своевременного рассмотрения заявлений и ходатайств участников процесса. Статьи 129 Конституции Украины и статьи 6 Закона Украины о судоустройстве и статусе судей относительно независимости судей, но с обязанностью обеспечивать быстрый и справедливый разбор дел. Часть 1, пункт 3 статьи
106 Закона Украины о судоустройстве и статусе судей грубое нарушение норм процессуального права, безосновательное затягивание или неприятие мер по рассмотрению заявления или жалобы в сроки, установленные законом. Это приводит к нарушению моих прав как потенциального потерпевшего, затягивает процесс и препятствует доступу к правосудию. Дело активно рассматривается, допросы свидетелей в октябре-ноябре 2025 года, но мое заявление игнорируется без обоснования, что может свидетельствовать о предвзятости или небрежности. Сведения о наличии доказательств, подтверждающих обстоятельства, изложенные в жалобе. Копия заявления, копия ходатайства, скриншот статуса заявления в Едином государственном реестре судебных решений присоединено к материалам дела электронного суда. Копии ответов от суда, секретаря и пресс-центра Совета судей Украины, выдержки из новостных источников о ходе дела, о допросах свидетелей в октябре, ноябре, декабре 2025 года, свидетельствующие об активности производства без рассмотрения моего заявления. И прилагаю копии указанных документов. Также сведения об уведомлении судьи о подаче дисциплинарной жалобы. Судью Невойта не уведомлено о подаче этой жалобы на момент ее составления. Я готов предоставить копию жалобы судье после ее регистрации в Высшем Совете правосудия, если это будет нужно. Прошу. Первое. Открыть дисциплинарное производство в отношении судьи Невойта Петра Селивестровича. Привлечь судью к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка, например, выговор или иная мера в соответствии со статьей 109 Закона Украины о судоустройстве и статусе судей. Третье. Обязать суд рассмотреть мое заявление и ходатайство в кратчайшие сроки. Четвертое. Уведомить меня о результатах рассмотрения жалобы. Дата 29 декабря 2025 года. Подпись и приложение. Вот такой вот текст жалобы. Я собираюсь, друзья, принять решение в ближайшие сроки по подаче этой жалобы через сайт Высшего Совета правосудия Украины. Если у вас есть подобный опыт или советы, пишите в комментариях. Спасибо за внимание. Боремся за справедливость вместе. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.